Около миллиона игроков в первые месяцы после релиза, многочасовые очереди для входа в игру. Все, кто только может, нахваливают New World. Ох, я отхвачу от дизлайков за этот ролик. Если только к моменту выхода этого ролика еще кто-то будет в нее играть. Прежде чем вы начнете расстреливать меня из мушкетов с вашими дизлайками, скажу несколько хороших слов об игре, чтобы вы не думали, что я резко негативно отношусь к ней. Игра красивая, этого у нее не отнять. С ее пейзажами в ней так и хочется путешествовать, выключая интерфейс. А боевая система ощущается очень свежо, в особенности в дуэлях с монстрами 1 на 1, где ты полноценно можешь использовать блок, изучая паттерны поведения врагов. А сеттинг конкистадоров времен 15-16 веков смотрится как минимум чем-то новым. В остальном, о игре не могу сказать чего-то особенного, чего нельзя встретить в других подобных проектах. А теперь пора доставать мой скальпель. Наиграв более 40 часов, я хоть и не достиг капа, и не прощупал эндгейм контент, но вы меня простите, я просто устал от этой игры. Да и мне есть что сказать даже после 40 часов. По возможности я буду аргументировать свой бугурт, когда это не будет чистой вкусовщиной. Сразу, что мне не понравилось, и что коробило меня, наверное, первые 10 часов, это звук при убийстве мобов. Вы только вслушайтесь в него. Не знаю, как у вас, но у меня этот звук ассоциируется с выпадающим лутом, что часто отвлекало на всматривание в очередную тушку в поисках заветного мешочка. К сожалению, лут здесь падает далеко не из каждого моба. Если вы зайдете в игру с русской раскладкой, обозначения клавиш исчезнут и интерфейс будет вас встречать пустыми кнопками. Так что придется перезаходить в игру для смены языка. Через пару часов это уже не будет беспокоить, благо в игре используется не такое большое количество кнопок. Но на старте и человеку, для которого это первая подобная игра, это является большой проблемой. Вследствие предыдущего пункта в чатах нельзя использовать кириллицу, но русский колорит пролазит даже на латинице. Пока что в игре нет мини-карты, и вам постоянно нужно открывать карту на весь экран, особенно поначалу. Благо один энтузиаст сделал свою мини-карту с камнями и бревнами. И это заметили разработчики New World и планируют интегрировать его мини-карту в игру. Это очень радует, что они идут на контакт с комьюнити, особенно в наше время. Но отсутствие мини-карты в такой игре – это что-то странное, так как большинству не очень удобно ориентироваться по открытому миру, смотря на компас. Будем честными, это игра про гринд, причем непроглядный, но об этом чуть позже. И в игре про гринд на первом месте всегда стоит удобство этого гринда. Многие игроки после многочасовой беготни начинают пользоваться автобегом для перемещения по локации, попутно изучая карту, скиллы и тому подобное. Так вот, при попытке открыть инвентарь во время автобега или при беге, вы останавливаетесь. То есть вы не можете заглянуть в инвентарь на ходу, посмотреть, что вы нафармили у предыдущей кучи камней, пока бежите к куче побольше. А вот что-что, а бег занимает в этой игре одну из ключевых ролей. Вы будете бегать по всей локации за различным лутом и туда-сюда по квестам. В прямом смысле этого слова от одного края локации до другого. А бег в этой игре становится настолько утомительным, что я порекомендовал бы ей автобег от точки до точки. В этой игре нет хлама, есть только два типа вещей. Это либо снаряжение, либо вещи для крафта. Отсутствие какого-нибудь мусора, который можно продать, или сокровищ, которые можно либо коллекционировать, либо продать за крупную сумму, очень удручает. Так что фарм в этой игре достаточно предсказуемый. В New World доступно только два способа перемещения между территориями. Это на своих двоих, притом не очень быстро, либо системой телепортов между городами, за которые ты платишь азотом. Это местная валюта, которая списывается при телепортации. И она очень ограничена. И чем больше барахла в ваших карманах и чем дальше ваш пункт назначения, тем дороже вам это обойдется. Ах да, я немного наврал. Вы также можете перемещаться методом вприсед или ползком. Не считая парочки забавных моментов, эта механика использовалась только в данже, и то от силы 2-3 раза. Так что отсутствие каких-либо маунтов или спринта вне боя очень негативно сказывается на перемещении на дальние расстояния, так как с забитыми карманами вы сможете телепортироваться от силы 2-3 раза. Условно вне боя есть бег, но мне кажется, тут не хватает перка на ускорение при беге по дорогам. Так почему я сделал такой большой акцент на перемещении? А потому что в каждом городе своя экономика и свой склад, который также ограничен по весу. В игре про гринд это просто преступление, но из этого становится понятно, на чем в дальнейшем планирует зарабатывать эта игра. А где мы еще видели подобную систему? В Albion Online, где вся глобальная экономика завязана на фарме, торговле, перемещении караванами с лутом через опасные зоны, где тебя может убить любой ПКшер.
А перевозка лута из одного города в другой могла принести тебе не только неплохой доход, но и риски потерять все за раз. А на фоне того, что здесь система пока только по обоюдному согласию, перенос лута из одного города в другой – это геморрой. И как-либо ускорить этот процесс не получается. Плюс практически весь необходимый лут можно найти на любой из локаций, что отбирает возможность спекуляции цен в разных регионах и какой-либо надобности таскать лут туда-сюда. Единственное, почему вы перемещаетесь по городам, это для того, чтобы найти необходимый лут для крафта в ваших многочисленных складах. Так что я бы посчитал этот комплекс механик скорее неудавшейся попыткой в Albion Online. В New World ваш персонаж прокачивается в 4 направлениях. Прокачка уровня, прокачка оружия, прокачка профессий и прокачка территорий. Уровень персонажа прокачивается всеми доступными способами. Долбежкой в камушки, в деревья, в ближайшие кусты, иногда в трупики. Ну и конечно же выполняя квесты. При прокачке уровня вы получаете 3 очка, которые можете распределить по 5 характеристикам. Это сила, точность, интеллект, фокус и телосложение. Не считая телосложения, которое поднимает ваш показатель ХП, все остальные характеристики это просто увеличение урона конкретного вида оружия, которое обозначено рядом с параметром. И чуть дальше я расскажу, почему это скорее минус, чем плюс. Не считая того, что это просто-напросто чересчур простовато для MMORPG жанра, где характеристики обычно влияют на все доступные параметры, начиная от удачи и заканчивая шансом увернуться от удара. Прокачка оружия, в отличие от уровня, это сугубо бои с мобами, которые в основном представляют из себя либо живность, либо нежить, либо призраков. Это самый распространенный набор противников на всей карте New World, но об этом чуть позже. Прокачивая уровень оружия, нам выдаются очки, которые мы можем вложить в доступные навыки. В игре у каждого оружия максимум 6 активных навыков, но использовать вы можете только 3 из них, а все остальное это пассивные умения, не очень разнообразно как по мне, но тут уж чем богаты. Благо на персонаже ты можешь носить 2 вида оружия, переключаясь между ними в бою, если у вас есть определенная синергия в характеристиках. То есть в нашем запасе всего 6 скиллов на ближайшее будущее, если конечно вы не захотите поменять свое оружие. Ну и конечно прокачка новой ветки оружия намного легче, так как ты взял более высокий уровень, взял более сильное оружие, ограничение в ношении на которое привязано не к мастерству владения оружием, а к уровню персонажа, и на более высокоуровневых мобах прокачал оружие более быстро. Прокачка профессии. Но тут все довольно просто. Как вы поняли, это бесконечные фармы крафт, как и в других ММОшках. Прокачивая уровень, вам просто открывается возможность добывать высокоуровневые ресурсы и новые рецепты для крафта. А полностью открытый мир, где на низкоуровневой локации ты видишь березку, которую можно срубить только на 175 уровне добычи, меня лично фрустрирует. А вот от прокачки территории зависимость намного больше. Она так же, как и прокачка уровня, развивается всеми доступными способами, и на каждом уровне вам дают выбор, что прокачать на этой территории. Скорость добычи, уменьшить таксу на крафт, получаемый опыт или расширить чуть-чуть склад. А вот после 10 уровня территории вы можете купить себе дом. Но не факт, что хороший дом за 10 тысяч золотых вы можете себе купить, так как на него нужен более высокий уровень локации, что достаточно странное решение. Поговорим еще немного о крафте. В зависимости от уровня рецептов, которые вы хотите скрафтить, вам может понадобиться верстак более высокого уровня. И в каждом городе игрок за свои деньги может прокачать выбранные верстаки за 1000 золотых для всего города и для всех игроков. Все, так сказать, для общего блага. Но, к сожалению, у этого процесса есть свои откаты. Иногда на территории происходит вторжение. Это такие места, в которых спавнятся мобы и в которых нужно закрыть условный портал. И ради общего блага толпы игроков должны бегать по территории и уничтожать эти порталы. Для того, чтобы уровень верстаков не падал и для того, чтобы не увеличивались налоги в городе. Это, конечно, в идеале. Но чаще всего эти порталы заполоняют всю локацию, верстаки откатываются до 1 уровня, а ты, весь такой альтруист, вложивший в новый верстак 5000 золотых, просто потратил их впустую. А для кого, для чего, игра этого не объясняет, да и не дает тебе ничего взамен твоего альтруизма. Какой-то коммунизм. Все трудятся на благо других, но это как-то не особо сработало. А что же насчет скрафченных вещей? Скорее всего, они нафиг никому не нужны, так как все снаряжение намного проще выбить из порталов или в данжах. А на рынке твой скрафченный доспех скорее всего будет стоить дешевле потраченных ресурсов, так как местная экономика находится в определенном кризисе, если стараться подбирать слова. И этот кризис настолько большой, что последним гвоздем в крышку гроба местной экономики стали люди, научившиеся дюпать золото. Ну и конечно же, узнав о таком способе, простые игроки тоже полетели в бан. Что я считаю не очень объективным, так как люди всегда идут по самому простому пути. И дыры в игре это не проблема игроков.
Но это достаточно неоднозначный вопрос, когда мы говорим о многопользовательских играх. А вследствие дюпа золота разработчики на время выключили любые возможности торговли и обмена. То есть несколько дней экономика игры как одна из ключевых фишек была выключена. На данный момент в игре есть баги. Лично я постоянно сталкивался с графическими артефактами интерфейса. А рассказывают, что игроки научились линковать в чат предметы, не существующие в игре, из-за чего игра крашилась, как только ты наводил курсор на этот предмет. Сам лично встречал работающие строчки HTML-кода, благодаря которым люди встраивали в чат полноценные скриншоты. И такую дыру я вижу впервые. У кого-то пропадали вещи со складов до недавнего обновления. Самое проблемное, что было со мной, после разговора с NPC мой персонаж перестал полностью реагировать на кнопки. Даже не открывались другие окна. Благо рядом со мной был товарищ, который ронял меня в PvP, и я мог нормально играть после того, как меня поднимали. Ну и много других багов, которые скорее всего поправят со временем, но думаю, это негативно сказалось на онлайне. Кстати, о PvP. Мы устраивали несколько дуэлей. Я с копьем, а мой товарищ хиллер. У нас была разница где-то в несколько уровней. И я официально заявляю, что убить хиллера в тяжелой броне 1 на 1 копейщику просто нереально. То есть я ощутил жуткий дисбаланс в боевой системе. Пока я тыкал своей палочкой, хиллер успевал положить на себя текущий отхил и продолжал меня дамажить. Есть еще один вопрос к боевой системе относительно уровней персонажей и снаряжения. Я считаю эталонный на данный момент вариант реализован в Final Fantasy XIV, где твой уровень привязан к твоему снаряжению. То есть, одевая одежду повара, меняется твой класс, уровень, скиллы и внешний вид. То же самое касается и боевого снаряжения, и это чертовски удобно. Это десятки персонажей в одном лице. На фоне этого местная система уровней персонажа, которая ничего не дает кроме прибавки урона к оружию, и отдельно прокачиваемое оружие смотрится рудиментально. Так как для того, чтобы полноценно смениться на новый вид оружия, нужно переназначить статы. А для этого нужно потратить азот. И судя по всему, это основная причина уровней у персонажа. Не считая того, что от уровня открываются дополнительные слоты снаряжения, но это также можно было бы привязать к оружию, что повысило бы значимость прокачки снаряжения. Результатом всего вышесказанного я рассматриваю систему уровней не очень дальновидной. Если, конечно, в дальнейшем азот не появится в магазине игры, тогда это будет вполне прибыльным мероприятием. Деньги, конечно, хорошие. Еще одна проблема – это высокоуровневые игроки. Так как у нас мир полностью открыт изначально, новички сразу могут начать встречаться с игроками в капе, которые пылесосят все на своем пути. По многим причинам. Самое яркое – это добыча кожи. Так как с мобов более высокого уровня, кожи падает не намного больше, а в локациях с новичками животных обычно больше, чтобы всем новичкам хватало. Но что проще, бить сильного моба твоего уровня, или прийти на низкоуровневую локацию, бить волков, которых ты убиваешь с одного выстрела, из которых получаешь кожи всего на 50% меньше. Я сам лично просто вставал на гору и расстреливал все вокруг, так как это просто было быстрее. И много других моментов, где высокоуровневые игроки мешают новичкам вливаться в игру. А еще игроки 60 уровня могут вас паровозить, даже если вы первого уровня, что как по мне очень бьет по игровому балансу. Да и игрок, который будет играть подобным способом, не особо насладится игрой. Хотя постойте, игра постоянно выдает нам преграды. По сюжету меня игра бросала несколько раз, чтобы я подкачался. Последний раз это было на 31 уровне, игра мне предложила подкачаться до 40-го. То есть это конкретный левел гейт, и при этом я выполнил много побочных квестов. Но игра вообще не хочет, чтобы я погружался в ее сюжет, пытаясь оттолкнуть меня возведенными стенами. А знаете, что страшнее левел гейтов? Это фарм-гейты. Почему-то никто из обзорщиков этого не сказал. Но для того, чтобы ходить в данж, нужно крафтить специальный орб. Он одноразовый. Если у вас его нету, у вас есть два пути. Либо паразитировать на прибежавших новичках, которым этот орб выдали по квесту, либо пойти фармить необходимые ресурсы. А чтобы вы понимали, с 1 по 25 уровень я фармил ресурсы постоянно. И в лучшем случае мне их хватило на 2-3 арбы, но это еще полбеды. Так как в игре есть лут, который ты не можешь купить или продать на рынке. Это касается вещей, которые уже одевал игрок, и части лута для этих арбов. Например, испорченные фрагменты, которые можно получить только из сундуков, которые получаешь при закрытии порталов. То есть вы обязаны этим заниматься, если хотите насладиться походами в данж, не высматривая новичков с арбами. А самое страшное в порталах это то, что при убийстве мобов у портала вы не получаете никакого опыта, и без разницы сколько вклада ты внес в зачистку портала. Награда всегда одинаковая для всех. Так что нет смысла даже пытаться зачищать порталы в несколько человек. Проще дождаться, когда набежит целая толпа. А перед самим данжом вас ждет еще один увлекательный квест. Будет стоять толпа игроков, высматривая себе группу, так как подбора игроков в данжах нету. А самое веселье начинается в данжах. Небольшая ремарка. В данже, если ты помер, тебя могут поднять один раз, после чего ты телепортируешься на ближайший чекпоинт.
Данж можно мучить до бесконечности, пока ваши шмотки не превратятся в труху, а нервы не надорвутся. Чаще всего в вашей группе будут игроки более высокого уровня. А прохождение данжа, когда высокоуровневый игрок собирает паровоз и убивает его за пару ударов, ощущается очень скучно. А даже если уровень команды будет соответствовать, в группе ломается ключевая механика боевки. То есть увороты, блок, возможность дуэлиться с мобами и попытка создать легкого, увертливого персонажа никак вам не помогут, когда вас будут бить толпы мобов. Поэтому все игроки бегают в тяжелой броне, в особенности хиллеры, которые просто подбирают себе тяжелую броню с подходящими статами. То есть для игрока в снаряжении нет никакого преимущества, кроме мобильности, а снаряжение с подходящими статами всегда можно выбить. В данжах также есть собираемый лут, металл, кристаллы и тому подобные ресурсы. Не считая нескольких ящиков с лутом, остальные ресурсы одноразовые. То есть ты бегаешь по данжу и пылесосишь все ресурсы, которые наверняка хотели бы полутать и другие члены твоей группы. Мне лично кажется, в игре, где тебя умоляют общаться и кооперироваться, это явно будет вызывать конфликты интересов. Еще пару мелочей о данжах. В первых двух сюжетных данжах присутствует бэктрекинг. Про другие не знаю, но сомневаюсь, что в других дела обстоят лучше. Вам придется проходить по одним и тем же местам несколько раз. Притом данжи не очень большие. Чувствуется определенная экономия на локациях, хоть они и красивые. А уникальных мобов вы не встретите. В данжах водятся такие же мобы, которые водятся вокруг на локации, просто толще. Кстати о мобах. Разнообразие врагов оставляет желать лучшего. Явно в качестве экономии на других локациях ты будешь постоянно встречать одних и тех же мобов. И это вполне нормально для игр с открытым миром. Но почему-то в этой игре это бросалось в глаза намного сильнее. Но это чистая вкусовщина. А знаете, что для меня было самым болезненным ударом? Это рыбалка. Я люблю рыбалку в играх. Особенно в ММО. Чаще всего это приносит поначалу самые большие деньги. Особенно если есть возможность выловить что-то ценное. И так как я обладатель второго монитора, в процессе рыбалки я параллельно что-нибудь читаю или смотрю. И в других играх, как только поплавок дергается, ты рефлекторно кликаешь, чтобы подсечь рыбу. А в New World это просто предупреждение перед небольшой проверкой реакции. Мой паттерн рыбалки просто сломался, и я даже не стал ее дальше качать. Это, конечно, вкусовщина, но даже такое маленькое изменение в классическом паттерне сильно бьет по удовольствию от процесса. Как показатель этого, New World заполонило большое количество ботов, которые ловили рыбу, бегали от точки к точке, собирали ресурсы, и все дошло до того, что игроки стали на ботов охотиться, натравливая на них мобов и ставя преграды на их маршрутах перемещения. Подводя итоги, если бы не хорошая компания, которая скрашивает любой досуг, я бы не продержался в этой игре столько времени. С хорошей компанией можно играть во что угодно. У игры есть проблемы, их, будем честными, много, даже после релиза. Что-то можно поправить быстро, на что-то потребуется время, а где-то проблемы в кор-геймплее, которые так просто не поправишь. Для меня в этой игре, наверное, самым отталкивающим стало ощущение отсутствия развития персонажа. В других играх, при повышении каждого уровня, ты мог качнуть один из сотни потенциальных скиллов, которые ты будешь применять. Открываются доступы в новые локации. Где-то ты более ощутимо растешь в уроне, а где-то сильно преображаешься внешне. Ты чувствуешь прогресс, на тебя перестают агриться мобы низкого уровня. К сожалению, в New World им все равно на кого кидаться. Каждый новый уровень в подобных играх должен восприниматься как праздник, достижение и прогресс. А единственное, что тут происходит, ты на каплю увеличиваешь свой урон за счет несчастных 3 очков характеристик и периодически немного изменяешь внешний вид персонажа, находя новые шмотки. А паттерны твоих боев не меняются от 1 до 60 уровня, если ты предпочитаешь прокачивать только один вид оружия. К сожалению, я не смог или не захотел изучить игру подробнее, но слышал жалобы игроков на небольшое количество эндгейм контента и на проблемы с осадами, что на них сложно попасть. И в довершение ко всему, сейчас пока доступен бесплатный перенос персонажа на другой сервер. В связи с чем были случаи, когда с сервера сбегали крупнейшие гильдии, а за ними уходили другие игроки, что сильно било по экономике игры. Сейчас, заходя днем на низкоуровневые локации, кажется, что в городе кроме NPC никого нет, что говорит о определенных проблемах с привлечением новых игроков. По крайней мере на моем сервере. Сейчас Amazon сильно выпускают фиксы и обновления, обещают много нового контента, и я вполне готов им поверить. Но думаю, такого же успеха, как на старте, этой игре больше не видать, так как сейчас онлайн упал на уровень ММО игр, которые работают уже десятки лет, и продолжается падение. Хотя сейчас у игры должен быть период роста или хотя бы периодических скачков аудитории. Но судя по графику, траектория падения онлайна даже не планирует изменяться. Я бы попробовал вернуться в эту игру где-то через годик, когда она порешает свои основные проблемы, добавит побольше контента и все отполирует. Но будет ли она жива через годик по меркам MMORPG жанра и не закроет ли половину серверов, это мы узнаем в ближайшее время.
Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Если ты играл в New World, расскажи, с какими проблемами столкнулся ты, и может я упустил какой-то момент из виду. Жду тебя в комментариях. Всем спасибо за просмотр, дальше будет интереснее. Всех благ. Эх, я именно тот человек, который сперва поставил в очереди в Diablo 2, а потом отправился стоять в очереди в New World. И это в 2021 году. Явно мы движемся куда-то не туда.